Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами Вивьена. Спасибо за ваши подписки, за ваши комментарии и за ваши донаты. Потому что во всем всегда должен быть энергообмен. Проще простого это купля-продажа, но на самом деле энергообмен. Если его не состоится, то силы, вот то, что мы вам даем, силы потом заберут у вас то, что вам дорого. Это будет больно. Лучше всегда отдать самому. А что можно, например, за видео отдается пальчик вверх, комментарий, радость. Если вы посмотрели онлайн какой-то ритуал, то да, тогда нужно donation. А все ссылки, все в описании, все написано. А также заходите в Telegram. Мы там общаемся и говорим о насущном, о том, что действительно факты. Но я еще раз предупреждаю, от меня всегда уходят с канала, с Телеграма, с тем вообще, где у меня есть группы, общаемся иногда и в WhatsApp, и в Скайпе, только те, у кого очень низкие вибрации, и те, кто находится в черноте, и оттуда выйти уже не смогут. Вероятность нулевая. Я всегда предупреждаю, всегда предупреждаю. Ничего это страшного нету, но предупреждаю. Сегодня мы смотрим, что мы смотрим? Мы смотрим, чего вы... мы смотрим, кто будет, что будет с теми, кто помог разрушить ваши отношения. Потому что бывают люди рядом, которые, вот случается что-то в паре, они еще помогают. Это и мамки, и бывшие, и вообще просто тетеньки и дяденьки, которым от нечего делать нечего. Нечем. Ну так, сначала мы посмотрим, в каких вы вибрациях сейчас. Не носите в себе зло, не носите месть. Вы посмотрите, как жизнь меняется к лучшему. Какие я вам говорю делать, называйте это аффирмацией, я называю это девизами жизни. Я разрешаю себе быть богатым человеком. Первое. Чтобы не было страхов. Мой паспорт, моя визитная карточка мастера, все мои осознанные и неосознанные страхи. 2. Я давала разные. Я всегда и во всем выигрываю. 3. А также я много-много всяких даю таких вещей, которые действительно изменяют вашу жизнь. Посмотрите видео на первом канале, в котором есть о том, как изменить полностью судьбу и прикоснувшись к моей руке. Так, в каких вибрациях сейчас вы находитесь энергетических? Непонятка у вас идет. Знаете, вы хотели бы выскочить, вот как будто находитесь в тюрьме народов, образно говорю, чтобы вы понимали. Вы хотите открыть эту дверь, выскочить из этой клетки. Контрактики заключены, поэтому нужно делать обязательно чистки через регрессию, чтобы эти контракты ликвидировать. А также то, что я давала и в видео некоторых, и в Телеграме, волеизъявление, ваши намерения, ваш манифест. Вы только разрешаете быть тому, чего вы разрешаете. Это главный закон Вселенной. Волеизъявление. А тут какие-то контракты подписаны, вы не можете вырваться из этой клетки. Клетка прям открытая, а вырваться вы не можете. Вы там сидите на этих подушечках дырявых и никуда не сдвигаетесь. Да, вот видите, темные силы веют над нами. Потому что здесь идет, что действительно какие-то темные силы, тяжелые силы. Это могут переживания быть, страдания, болезни. Может быть, конечно, и наведенные, и заключенные контракты. Мы очень много контрактов заключаем и в жизни. Даже получая обыкновенный документ паспорта, мы заключаем контракт. И это контракт не с белыми. Чтобы вы просто понимали, какие силы. А вы хотите праздника, вы хотите радости. Вы надеетесь. Вот это уже плюс. Вот ваше энергетическое сейчас «я», оно в надежде. Надежда умирает последней. Если есть надежда, значит, будет желание жить и действовать. А если есть желание жить и действовать, то Вселенная дает жизнь. Как только человек говорит: а я уже ни к чему не стремлюсь, мне уже это ничего не надо, у меня уже есть и Крусти-Русечка, и Марусечка, и Марусек, и Потасек, и Вселенная это слышит и говорит: так, не копти нам тут небо, не копти нам тут землю. Все.
Давай ящичек готовь и отправляйся. Запомните это. А у вас есть надежда, и вы хотите, вы жаждете этих перемен. Но нужно убрать вот эти контракты, которые вы заключили. То есть тут здесь нужно прочиститься. Чистки делаются не только от того, что воздействие магическое есть. Чистки... У нас знаете, сколько этих контрактов вечно, бесконечно подписано еще с прошлых жизней и по роду? Ну, хорошее, то есть начало, то, что вы не сдаетесь, вы надеетесь. А надежда – это очень-очень главное. А теперь мы посмотрим именно на том... Нет, посмотрю все-таки на этих картах. Ой, смешались тут карты. Сейчас. Как-то тут все помешалось странно. Сейчас на этих картах мы будем смотреть, потому что они как-то... Вот сейчас прямо идет на них смотри. Но они у меня что-то все перемешались. Вот интересно как. Ладно. Все вроде бы как все. Так. Что будет с теми, кто помог разрушить ваши отношения? Вы каждый знаете, кто есть. Не надо их обвинять, потому что это их образ жизни. Не надо о них думать плохо. Мы просто посмотрим, как Вселенная тоже ответит. И не пишите, вот, бумеранг никто не отменял. Бумеранг и за добрые дела. Слово бумеранг – это когда возвращается. Сделали доброе дело, а вам от других людей тоже возвратилась доброта. Кому-то дали покушать бутерброд голодному человеку и дали воды испить. А через какое-то время вам другие люди помогли оплатить кредит или еще что-то. Так, что будет с теми, кто разрушил ваши отношения? Одеваю магическое что-то. Так, прям выпала четверка жезлов. У них будут проблемы в семье и вообще проблемы с отношениями между людьми. Да, все время, люди все время будут на какой-то грани. Вот все время будут по лезвию бритвы. Все время около пропасти. Все время будут приходить разные решения. Знаете, все время будет не то, что как на весах. Страхи. У этих людей страхи. Что эти страхи дадут? Ух. Да, я говорю, здесь будут проблемы в отношениях, проблемы в семье, проблемы со всеми родственниками и с людьми. И этот человек будет, а его будут игнорить. Он будет один. Он будет вместе со всеми, но его будут игнорить. Его будут игнорить почему? Я запах чувствую. Фу. Да. У него запах будет. И вот карта – это возбуждение. Вот запах такой страха. Или запах, вот знаете, фу. Да, ему будет хотеться воссоединиться. Знаете, вот такой вот, как будто, вот, например, женщина, да? Она хочет, чтобы от нее пахло получше. Она и помылась, и там мылами разными. Потом духами обдушилась. От ее тела идет такой смрад. И это называется вот такой запах, как вот... Как пахнет какашка? Какашка. Ну, вот какашкой. А если накакашить, насрать под елками? Вот и все. Вот я вам объяснила. И вот здесь так, как будто какой-то запах. И у этих людей, которые вам помешали, у них начнется убыль. Ну, знаете, убыль какая? Убытки, конечно, будут, может, и материального характера, но идет убыль. У них уйдет... Из них будет уходить энергия, потому что с ними не захотят общаться, от них будут отстраняться. Как бы вот на таком уровне, и на виртуальном, и на таком действительном, но противно с ними находиться. Так, давайте посмотрим, что они еще получат-то, что будет с теми. Да, депрессия. Депрессия – это не совсем плохо, когда в хорошее. Через боль и через депрессию мы можем и должны, именно должны здесь должны, потому что через такую боль мы можем очиститься и перейти в светлое, попрося
у всех вот прощение своими слезами. А здесь идет, что будут эти люди в отчаянии, сами же себе вогнали эти ножи, и они будут пытаться... Да, здесь еще идет такое, что у этих людей может быть какая-то авария на дороге или на каких-то транспортных средствах. Что эти люди получат за то, что они влезают не в своей жизни? Знаете, они не только в вашу, они и в другие жизни влезали. А они вот тащат, понимаете, они влезают в чужие жизни и тащат, и уже не могут тащить и чужие отношения, и свои дела, и чужие. И поэтому от них отворачиваются, что они лезут куда не надо. И они от того, что ими брезговать будут, брезговать, как... Так. Да, и как вначале сказал, на других картах тут тоже говорится, что проблемы, очень большие проблемы будут в семье, с родом, с чувством любви. Тут полная, понимаете, 9 и 10 вышло мечей. То есть это депрессия, это уныние, это невозможность принятия, встать и идти дальше. То есть все здесь пригвожженный, вот как говорят, пригвожженный. И моральное. Абсолютно, да, вот говорят, от этих людей просто отворачиваются. И морально, понимаете, это моральные уроды, от которых все отвернутся, и они на хромой ноге будут плестись непонятно зачем и понятно куда. Они будут стремиться кому-то присоединиться, но от них будут отворачиваться, потому что от них просто прет вонючкой, прет предательством. Что они еще получат, я хочу посмотреть. Тут нет этих карт. Ну ладно. Сейчас посмотрим, что они получат. Издевают, тут у кого-то нехорошая такая вещь идет. Так, посмотрим. Вот. Это самые такие лучшие знаки предсказания. Что эти люди получат, которые помогли разрушить отношения. Что они получат, что Вселенная им это даст. Вот, смотрите, я вам точно сказала. И здесь пока они получат глупости и насмешки. Обман, глупость, насмешки, заблуждение. Ну, у кого-то будет, может, лишний вес или еще что-то. Их будут обманывать, им будут смеяться, их будут не любить. Вот, понимаете, вот разные карты, я всегда говорю, разные карты кладешь. Карта – это символ. Мне идет поток через хроники Акаши, через поток информационного поля Земли. Это и есть хроники Акаши. А знаки – это вот они так подаются, чтобы вам было понятно. Поэтому эти люди получат по заслугам так, что они будут кусать локти, которые никак не укусишь. Они будут кричать от боли одиночества. Они могут жить рядом много людей, но от боли одиночества, потому что их никто не будет слышать. От них будут отворачиваться, от них будут одевать эти маски, чтобы так не воняло. Они смердят, смердят. Вот такой интересный расклад. И давайте мы посмотрим, а что у вас? Вот хорошо, разрушили, ваша идет жизнь дальше. Что вы в конце получите? Потому что эти люди тоже для чего-то нужны были. И чтобы вас отстранить от этих отношений, чтобы вы поняли что-то важное в жизни, что вас дальше ждет. А вас дальше ждет истинная, чистая любовь. Любовь и свет. И как-то неожиданно. Это может быть и отношения между мужчиной и женщиной, а может быть просто понятие, что любить надо свою землю, всех людей рядом. И вот эту любовь излучать из своего сердца солнечного сплетения, и вы получите такие благости и радости на ладонях Вселенной и Бога. Пишите «Принимаю, приобретаю». И счастья, мира всем желаю. Заходите в Телеграм. Пока-пока. С вами Вивьена. До новых встреч.